Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2024 года. Да, дорогие, лето надежд – это июнь, июль, август 2024 года. Присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, каким же именно у вас будет это лето. Естественно, задавайте вопросы, если они у вас есть, при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и сам вопрос, потому что я вещаю общий гороскоп. Естественно, мы все с вами живем в разных местах, родились в разное время, в разном дне. И здесь, конечно же, у всех одинаково сбыться вот этот гороскоп, который я говорю, не может, потому что здесь все еще зависит от эмоциональной нагрузки каждого, как каждый умеет справляться с кризисами, с трудностями, с неоднозначными ситуациями необычными, которые у вас будут предостаточно, дорогие львы, в это лето. Поэтому здесь, конечно же, нужно это понимать. Ну что, поехали, как говорится. У нас середина июня, отгремела весна возможностей. Вот первые 2 недельки июня можно было как раз-таки к ней приписать, что все складывалось определенным образом, когда получалось, как-то не получалось. Естественно, еще раз, ребята, если не получается, это не говорит о том, что мне не дано, нужно бросить и тому подобное. Нет, просто иногда в жизни реально заглядывают те ситуации необычные, которые раньше не случались, и необходимо в них просто быстро разобраться. Так вот, в этом же июне, который у нас есть, конечно, если вы не смотрели видео про июньский гороскоп, посмотрите, в конце видео его прикреплю. Что касается сейчас, конечно же, на волне успеха, с таким чувством эмоций и внутренним позитивом, что все будет хорошо, что все получится, такое ощущение фарта, да? Встречают сейчас львы первой декады, это касается июня, да? Здесь история того, что Юпитер поменял знак, перешел в Близнецы и делает прекрасный секстиль в ваших транзитных картах, и вам кажется вот такое, даже несмотря на то, что сложно, что все будет хорошо. Надежда такая, это хорошо, это прекрасно. Что не могут сказать львы третьей декады? Уран, конечно, из Тельца делает квадратуру к вашим натальным солнцам. И здесь история, ребят, про то, что, да, когда заглядывает Уран, здесь хочется, конечно же, думать, что все обыграется как-то вот наилучшим образом. Но нет, ребят, Уран отвечает за социальный статус, за развитие, за все то, что мы вообще, в принципе, в жизни делаем гениальное или не делаем вообще. И здесь моменты такие, что нужно вот эти ситуации, которые заглянули к нам, да, потому что когда к нам заглядывает в квадратуре Уран, нам кажется, от чего так перестало вести, куда делось везение, да? Только на рациональности, на логике, на здравом смысле, на пофигизме получится и на хайпе получится некрасиво. Вот только вот такой четкий, стабильный подход, потому что Уран немножко устаканивается в стабильности, да? Он абсолютно не любит стабильности. Здесь такая история, чем больше в вашей жизни появляется стабильности в этот момент, когда работает квадратура Урана к Солнцу, тем больше хочется вылезти из этого состояния, больше хочется свободы, больше хайпа, больше от всех отделиться, поменять свое окружение, свою историю и все эти сложности. Да? Поэтому здесь, ребята, понимаете, что терпение и труд, да. Вот такая история. Плюсом еще в июне те львы, кто родились в первой декаде, в первых числах львовского времени, конечно, вы ощущаете движение Плутона, который идет в ретроградном движении, он идет по Водолею, и оппозицию к вашему натальному Солнцу. Это, конечно же, это же мощь, это ощущение того, что мир немножко раздавливает, что обстоятельства настолько сильны, что вы не можете справиться. Скажу вам так, эта оппозиция, эти эмоции сильные, но здесь необходимо подниматься, необходимо двигаться и под гнетом событий, которые происходят в вашей жизни, выплывать, делать максимум, потому что Плутон — это та планета, которая трансформирует, когда мы ничего не делаем. Особенно если в вашей натальной карте сильный Плутон, но вы почему-то не идете в сложные истории, вы не идете в историю, где нужно проявить себя мощно, красиво, ярко.
Вот как раз-таки Плутон и будет создавать все эти ситуации. По крайней мере, еще этот и следующий, ну и июль и август, потому что только 2 сентября Плутон перейдет в знак Козерога и уже будет полегче. Здесь вот эта история закончится, да, для тех львов, кто родился в первой декаде. Итак, какие события июня у нас еще ждут? У нас, ребят, 20-21 июня летнее солнцестояние. Естественно, это у нас солнышко перешло в знак Рака. И этот день, он такой, я бы так сказала, эмоциональный сложный. Почему две даты? 20-21 в западном полушарии это 20, в восточном это уже 21. Вот, собственно, и все, где вы находитесь, где вы живете. При этом 22 июня у нас с вами еще и полнолуние. Полнолуние не просто так, а в Козероге. И здесь история, конечно, того, что даже такой сложный эмоциональный день, да, будет на вас влиять, тем не менее, хорошо. Ну, то есть я не скажу так, что все события какие-то, которые есть у вас, они настолько фатальны, что невозможно как-то вот выплыть, невозможно решить ситуации. Решайте, разговаривайте эмоционально, душевно, подходите человечно к каждой ситуации, потому что и Меркурий, и Венера у нас в этот момент вообще с 19 июня у нас перешли в знак Рака, поэтому здесь любые вопросы, которые вы хотите решить и в работе, и в личной жизни, здесь, конечно же, путем душевности, эмоциональных разговоров, ну там не со слезами, конечно, да, но с пониманием ситуации, потому что чем душевнее вы будете подходить к делу, тем оно будет решаться, ну вот с человеческой точки зрения, по-человечному, да. Скажу так, будет, конечно же, дорогие мои, овладевать вас история с творчеством, история с вдохновением, история с решением таких сложных вопросов, потому что у нас после этого полнолуния включается неделя, и у нас там очень много на самом деле событий, у нас там и Лилит из Девы переходит в знак Весы, да, и начинает, естественно, дорогие львы, первой декады делать секстиль в ваши карты транзитные. И здесь история того, что все инсайты, переживания, фобии, страхи, на которые вы сами наткнетесь, да, вот живя свою жизнь, не убирайте их, не задвигайте. То есть все вовремя к вам пришло, все ситуации, которые, особенно если они всплыли, уже были в прошлом и вернулись, делайте. Пройдите эту историю снова, решите этот же конфликт, который был ранее, решите его сейчас, и будет у вас хорошо, получится хорошо решить ситуацию. 29 июня, ребят, у нас на небе разворачивается Сатурн. На Львов нет никаких, я бы так сказала, сложных аспектов транзитной карты от Сатурна. Естественно, ребята, если только в вашей карте персональной Сатурн не делает, я бы так сказала, да, персональные аспекты, например, с Венерой, то здесь, конечно же, но эта история пока еще не сейчас, да, отложим ее на август. Но поставьте на карандаш, если в вашей натальной карте есть Венера, Сатурн, любой аспект, тогда те вопросики, про которые я буду говорить, они наступят в августе. Вопросики сложноватые, мы не любим их решать, но все-таки они будут. И если вы чувствуете, что у вас в любовных отношениях не хватает тепла, взаимопонимания, отдушины, то здесь, конечно же, начинайте над этим работать сейчас, потому что когда эти аспекты схлопнутся в августе, они уже будут решаться совсем на другой волне. А сейчас пока у нас конец июня, начало июля, 29 июня разворачивается Сатурн, поэтому плюс-минус 3 дня. Здесь, конечно, история всех дел, работе, карьере, социальный статус может притормозиться. Оно может притормозиться не из-за вас, а из-за людей вокруг, у кого складываются как раз-таки эти события, эти аспекты, у кого схлапывается Сатурн, да, то есть там, например, квадратура Сатурна к Сатурну, то здесь, ребята, понимаете, что ничего в этом такого нет, это может остановиться на неделю и снова потом начнет работать. 3 июля у нас разворачивается на небе Нептун, естественно. Да, то есть последний раз Нептун разворачивался у нас осенью 2023 года.
Кто смотрел то большое видео, хорошо уже знает, про что я буду говорить сейчас. Кто не смотрел, ну, сейчас расскажу. Да? Во-первых, у нас в каждой натальной карте, у нас у каждого отдельного человека Нептун отвечает за определенные моменты. У кого-то за деньги, за любовь, у кого-то за возможности, у кого-то за карьеру, у кого-то за брак. И здесь универсального я, знаете, скажу так, ну, единственное из универсального — это эмоции, вдохновение, творчество. У кого-то депрессивное состояние. На львов же разворот Нептуна не скажется негативно. Здесь просто понимаете, что конец июня, начало июля будет очень много таких эмоциональных, ну, вибраций, можно так сказать, ощущений. Да? Здесь главное устоять на ногах в плане того, что здраво, реально смотреть на вещи, потому что у многих Нептун отвечает просто за иллюзии, то есть когда люди хотят, вот, что вот так вот оно было и все. И я хочу, чтобы оно было вот так. Но, ребят, события жизни складываются по-другому, и иногда не все то, что мы себе запланировали, оно случается. Это не говорит о том, что кто-то из нас плохой человек, это говорит просто о том, что жизнь случается и все приходит не просто так в определенное время. Так вот, первая неделя июля разворачивается у нас Нептун. И здесь история, конечно же, такая, что Нептун разворачивается в оппозиции с Лилит, делает как раз-таки хорошие, добрые аспекты. Но все-таки это те ситуации, которые будут подталкивать разобраться в себе, фобиях, страхах, переживаниях. И здесь, конечно, львы первой декады будут эту историю ощущать. Львы второй, третьей декады эту историю пропустят. Ребят, если я не говорю про каких-то львов, это не говорит о том, что я как-то вас не люблю или обделяю. Вообще нет. Просто у вас сейчас я в транзитных картах не вижу, вот если смотреть общий гороскоп, да, не вижу складывающихся аспектов. Поэтому, конечно же, у вас в жизни могут быть совершенно другие события, и ваша аспектная сетка, конечно же, оно работает совершенно по-другому, делать аспекты на ваши персональные дома, где они находятся. Но для этого, если в вашей жизни происходят другие совершенно события, мне нужно знать вашу дату, время, место рождения, и тогда я скажу именно точно, что сейчас у вас происходит. Но мне это нужно загрузить в программу и высчитать, понимаете? А так вот, чтобы для 700-800 миллионов львов на планете сразу сказать точно и одинаково про каждого, ну вы же реалисты, вы же понимаете, что это невозможно, да? Поэтому здесь вот такая история. Что программа мне показывает, на кого сейчас это влияет, то и рассказываю, да? Конечно же, все 3 декады львов будут задействованы в это лето, у всех по-разному, правда. Но вот так складывается жизнь пока. Кто-то просто из львов уже эти истории сложные прожил, а у кого-то только эти аспекты пришли. Ну, например, с Ураном, квадратура с Ураном, да? Итак, идем дальше. 6 июля у нас, ребят, новолуние в Раке. Новолуние в Раке, я бы сказала, если строить карту на этот день, то, в принципе, не очень сложный день, день не очень напряженный. Нет каких-то таких мощных негативных событий на этот день. Чего нельзя сказать днем следующим, 7 июля. И если же вы хотите 6 июля в новолуние отдохнуть, расслабиться, я не знаю, навести в своей жизни порядок, прекрасный день, суббота, отдыхайте. Хороший день подходит для отдыха. Почему? Потому что у нас с 7 июля начинает на самом-то деле складываться и Венера, Плутон в оппозиции, и Марс с Ураном, да, в соединении. И здесь история, знаете, уже такая более сложная, особенно если в ваших натальных картах вы родились, у вас есть аспект Венера-Плутон. Если у вас в вашей натальной карте есть аспект Марс-Уран. Про что Марс-Уран, да? Марс-Уран про то, что делать какие-то неоднозначные, креативные, необычные действия, но очень часто людей с этим аспектом выводит в хайп, уводит в то, чтобы обрести свободу ценой всего, бросить все, бросить уклад своей жизни ради того, чтобы получить вот эту свободу, и от человека все отстали. Но это такое, знаете, обычное бытовое проявление человека, который не хочет никаких трудностей. Как только появляются какие-то трудности и сложности, человек говорит, вот все, мне надоело, я не хочу ничего решать, я хочу, там, я не знаю,
чего хочу? Расслабиться, отдохнуть, потусить, погулять. Вот это, на самом деле, Марс-Уран. Марс-Уран в Тельце. Что из этого можно сделать? На этом аспекте можно много классно заработать. То есть начать творить те вещи, которые вам всегда хотелось. Ну, например, если это творчество, если это креатив, если это IT, компьютерная деятельность, программирование, какие-то сложные такие моменты, то здесь прекрасный аспект для того, чтобы начинать эту деятельность. В этот же момент у нас 7 июля точно так же начинает, уже соединилась, конечно, оппозиция, да, но она пока не точная. И здесь Венера-Плутон. Венера-Плутон, история-то, конечно, очень классная, эмоциональная. В любовных отношениях всегда работает. Это доминирование в партнерстве, это выяснение отношений в партнерстве на словах, в манипуляциях, либо же на кулаках. Неважно, как получается, да, то есть если вы родились с этим аспектом. Расскажу очень быстро. Это аспект больших денег. То есть если вы родились с этим аспектом и вы с ним по жизни живете, вы понимаете, что семейная жизнь, финансы – это те истории, для которых вам нужно очень много сил, энергии, мозгов, понимания, собственно, да, самообладания в том числе. Потому что Венера отвечает и за деньги, и за собственно, любовные отношения, проявления, вообще за все, что нам в жизни нравится, да. И здесь история такая, что вот с самообладанием, с пониманием, с ответственностью, если вы решите усложняться, очень классно получится на этом аспекте и заработать, и семейную жизнь свою поднять, подлатать. Те, кто будут встречаться, начинать отношения на этом аспекте, будет казаться, что эти отношения какие-то странные сложности. Если же сойдутся два человека с аспектом Венера-Плутон, неважно, квадратура или оппозиция, или соединение, здесь история, конечно же, про то, что вам будет казаться на первых порах, что наконец-то вы встретили человека, который вас понимает. Я не скажу, что это плохо. Вообще, в принципе, если смотреть совместимость, люди, у кого такие аспекты, они очень хорошо друг с другом живут. Да, это работа всей жизни. Если смотреть классическую астрологию, да, по книжкам, то это аспект того, что нужно всю жизнь работать. Это аспект несовместимости для личных отношений. Посмотрев за столько лет на практике люди, которые живут с этим аспектом, это те люди, которые понимают, да, любовь, семья и взаимопонимание – это то, ради чего я понимаю, мне нужно переделать себя, потому что у меня очень много и грешков, и косяков своих, да, и моментов, где я заблуждаюсь, но это та история, которая мне нравится, мне хорошо с этим человеком, потому что это человек такой же сложный, и этот человек понимает и мою сложность. И люди с таким аспектом очень много лет живут. Причем это те люди, которые могут и детей растить, и бороться со всеми трудностями, которые бывают. Они борются вместе против всего мира. И это те люди, которые могут строить семейный бизнес. То есть это те пары. Поэтому здесь, ребята, понимаете, что вы хотите от своих семейных отношений. Вы хотите максимальное комбо, вы хотите достаток, вы хотите финансовую стабильность, нестабильность, то здесь история того, что даже если что-то идет не так, то люди все равно находят в себе силы и понимают, еще до наступления каких-то сложных, безвыходных ситуаций, они понимают, чем это пахнет, и они как бы собираются таки так, план Б, и начинают грести. Поэтому здесь история того, что эти аспекты, я не скажу, что они настолько плохие и ужасные, нет. В этом июле это, я бы сказала, такой плацдарм, который будет для работы, для активности, для действий. Здесь, конечно, дорогие львы первой декады, для вас будут складываться эти события очень хорошо. Поэтому действуйте активно, внедряйте, проходите вот эти кризисы в отношениях, которые есть, но не выходите из этих отношений, разговаривайте, понимайте и усложняйтесь. Поэтому здесь вот эти два классных аспекта будут работать с 7 по 18 июля, я бы так сказала. И 21 июля у нас будет полнолуние в Козероге, но не просто полнолуние в Козероге, а в соединении с Плутоном, который, как говорится, большую часть июля нас всех проверял. И здесь история, конечно же, на стойкость, на прочность. Но, дорогие львы первой декады, у вас все получится. Несмотря на то, что захочется где-нибудь вот так вот уйти в
в закат, в легкость. Да, ребята, бросьте вы эту историю, усложняйтесь. Для львов вообще такая история очень жизненная, иметь семью, детей, своих маленьких копий, которые максимально на тебя похожи. И это такая внутренняя львовская гордость. И я считаю, что здесь, ребят, в этом июле я не скажу, что у вас, ну да, будет сложновато, но это та история, которая вытянет вас в плюс. Вот эти вот все осознания, любовные, семейные, финансовые, рабочие, связанные с карьерой, вот оно все будет сделано на то, чтобы вы поднялись. И у вас все-таки здесь такая конфигурация, которая на вас очень классно влияет, поэтому здесь прекрасно работайте, поднимайтесь, растите. Потому что плохо, когда нет возможности, а для вас июль это та самая возможность вырасти. Тем более ваш день рождения, понимаете? То есть вот этот вот момент, который наступает как раз-таки под ваш день рождения, вся вот эта история. Здесь, конечно же, знайте, что ваш этот месяц, он будет, ну, как обычно, непростой. Нас всех всегда проверяют перед днем рождения. Поэтому здесь такой момент роста для того, чтобы в новом своем персональном году подняться на новый уровень. Итак, 21 июля у нас полнолуние в Козероге, которое еще раз проверит наши эмоции, наши переживания на то, что действительно ли мы разобрались во всем том, что разобрались, или же нет. И мы, естественно, идем дальше. Что у нас потом? У нас, конечно же, Уран в квадратуре с Меркурием, который заставляет нас всех очень плавно, особенно львов третьей декады, разбираться со всеми историями, связанными с интеллектом, связаны с освоением знаний. То есть здесь история того, что да, ситуации будут немножко не те, на которые мы рассчитывали, но, ребята, понимаете, что Меркурий это вообще та планета, которая очень сильно любит напряжение, поэтому здесь Меркурий в квадратуре с Ураном это вообще такая история, которая обычная. Ну, мы такие люди, понимаете, мы все учимся, когда нас какие-то обстоятельства толкают, да, а у львов третьей декады в июле, я бы так сказала, это история про то, что конец июля, да, это история про то, что как раз-таки неоднозначные события будут стучать в дверь, эти события будут заставлять выходить из, ну, как модно говорить, зоны комфорта, да, то есть начинать думать и делать по-новому. Я не скажу, что это плохо, нет, здесь главное не уходить в такую эфемерную свободу, я устал, я ухожу, потому что там рядышком подгребает другой аспект разводов Венера, Уран, поэтому здесь, ребят, конечно, не надо уходить вот в это состояние, я вот хочу быть глупее, я вот не хочу ничего решать, я хочу вот это. Придут события, наступят на пятки осенью, и придется эти ситуации решать еще сложнее, поэтому сделайте это сейчас. Последняя неделя июля хороша для овладевания знаний, сдачи экзамен, для говорильного жанра, для речевых коммуникаций. Ситуации будут, казалось бы, сначала неоднозначные, да, то есть будут не нравиться для того, чтобы всем этим заниматься, но в итоге вы поймете, что вы сделаете свой максимум. Потому что еще раз скажу, что Меркурий любит напряжение Урана, поэтому здесь все ситуации, которые неоднозначные будут появляться в вашей жизни, они будут вам только в плюс. Говорит о том, что нужно от старого, я бы так сказала, освобождаться и начинать подгребать себе нечто новое, нечто гениальное, овладевать новыми знаниями и уже иметь какой-то новый подход, обновиться будет просить и требовать от вас жизнь. Итак, дорогие, мы идем дальше, и у нас август наступил нам на пятки. Август, естественно, последние несколько дней июля и первая неделя августа у нас Венера в квадратуре с Ураном. Здесь, конечно же, вот тот самый аспект разводов, который очень часто случается. Здесь ситуации, которые заставляют выйти за свои рамки, все бросить. И здесь вот она, вот та точка кипения, да, я бы так сказала. И здесь, ребят, понимайте, что ваши отношения только в ваших руках, ваша любовь, надежда на любовь и финансы в том числе. Начинайте нечто новое в своих отношениях,
не начинайте новые отношения. Тем более на этом аспекте, если выходить из существующих отношений и сразу же идти в другие тут же, да, то получится также криво. Поэтому, если уж вы решили выйти из отношений, дайте себе время подумать, обдумать. И осенью, думаю, большинство захочет вернуться. Но впадая сразу в новые отношения, в омут с головой, да, конечно, получится точно так же, эти отношения рассыпятся. Поэтому здесь такая история про отношения. Цените все то, что у вас есть, и четко понимаете, потому что этот аспект временный всего лишь на неделю, и он отвалится. Итак, 4 августа у нас с вами новолуние. Новолуние во Льве. Будет казаться, что радостный, прекрасный, счастливый день. Львы второй декады наконец-то скажут: боже мой, ну как же хорошо, прекрасно. Чувство фарта, радости, счастья, любви и азарта в том числе. Кармические узлы будут расположены хорошо. То есть можно будет сказать, что все прекрасно. Но, ребята, последние часы новолуния у нас с вами наступает на пятки ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий в Деве. И здесь история того, что мы начнем немножко быть противными, да, становиться противными. До 15 числа ретро-мерк в Деве. Здесь максимально нам захочется всех покритиковать, максимально докопаться, найти изъяны, но этот аспект хорош тем, что мы можем применить все свои ворчливые качества на работе, на практике. И здесь на самом-то деле, что хорошо можно сделать и внедрить. Здесь история про то, что в работе, работа над своими ошибками, обучение в том числе, можно будет найти все то, что раньше не получалось найти. Например, защитить свои знания, сдавать экзамены, проходить всякие тесты, зачеты. Прекрасное для этого время. Как раз внимательность еще будет максимальна. Естественно, я вам не скажу что-либо покупать. Вообще, в принципе, последние недели июля и вообще весь август я вам вообще советую не тратить деньги и ничего не покупать. Спросите меня почему. Последние недели июля здесь Венера, Уран, когда захочется просто потратить очень много максимально и и будет надежда, потому что все потом будет хорошо. Ребята, аккуратно, только при личных транзитах, что у вас все будет хорошо. Так-то я вот не верю, что оно все будет хорошо. Ну, естественно, с 5 по 28 августа у нас ретроградный Меркурий, который с 15 августа и до 28, и плюс он потом 28 разворачивается и еще идет у нас минимум недельку во Льве. Да, я бы вообще советовала не купить, потому что ретро-мерк во Льве — это та история, когда нам хочется вот прям пылить. Плюс еще ретро-мерк с Ураном. Вот такая история, когда в технике захочется прям вот как-то вот так вот что-то себе такое классное, креативное, яркое, сочное, вот прям новое такое купить давно хотелось, да, отложите, потому что у нас вообще, в принципе, август, он сложный, и здесь и Венера с Сатурном, да, у нас становится с 13 числа, с 13 августа в оппозиции, особенно те, у кого история, знаете, Венеры, Сатурна в натальной карте, неважно, соединение, квадратура или оппозиция, здесь история того, что необходимо прям в финансах-то поаккуратнее, но захочется потратить, потому что здесь еще Венера будет в квадратуре с Юпитером, а Юпитер — это тот самый человек, да, тот самый человек, который нам всегда попадается, да, это же, конечно, планета, который говорит: да ладно ты купи, скидка, хорошая цена, там, я не знаю, акция, предложение выгодное и тому подобное, когда, если не сейчас, обычно в конце лета, всегда очень много сыпется различных многообещающих лозунгов, только сейчас, там, до конца лета, вот эта вот вся история. Это все прекрасно при личных транзитах, которые вам говорят на то, что у вас правда все будет прекрасно. Но тенденция на небе говорит о том, что, ребята, я бы лучше не тратила. Аспекты сделаны на то, чтобы сохранять свою энергию, работать максимально продуктивно, максимально расчетливо подходить к своей деятельности, к своим тратам, понимать, на что вы тратите свое время и деньги.
И, конечно же, в сентябре будет чуточку полегче. Поэтому, если вы хотите что-то купить, и вот вам прям хочется, сделайте это в июне и в июле, когда аспекты на это будут более-менее, ну, хотя бы понятные, когда вот не будет вот это вот Юпитером раздутое эго подключаться и говорить, да ладно, все будет отлично, вот этот оголделый оптимизм, который дает Юпитер, да, потому что Сатурн-то вообще ни разу оптимизма не дает, он говорит, ну, ты потрать, а проценты-то у тебя будут такие потом, да, Сатурн, по крайней мере, четко и реалистично говорит. Итак, ребята, одно из сложных моментов, да, у нас с вами с середины августа начинаются складываться такие сложные, мощные аспекты, такие как Марс в соединении с Юпитером и в квадратуре с Венерой, в квадратуре с Сатурном, которые плавно подгребают к полнолунию 19-20 августа, полнолуние в Водолее. Естественно, да, полнолуние в Водолее, и здесь такие моменты, когда захочется сказать, я устал, я ухожу, бросить все, надоело все, не хочу больше ничего решать, хочу свободы, хочу легкости. Сложно на самом деле будет полнолуние для стабильных людей, для людей, кто привык к рациональности, кто привык планировать, кто привык ну вот, действовать четко по плану, потому что еще и на ретромерке планы могут слететь, потому что еще и Меркурий ретроградный в квадратуре с Ураном, понимаете, да? События будут абсолютно разные. Здесь, ребята, еще скажу, что события в мировом масштабе будут неоднозначные, сложные, поэтому здесь, конечно же, не пылите, пытайтесь максимально сохранить свою энергию, постарайтесь без большой оголделой эмоциональности отнестись к событиям. Сложнее всего будет людям, кто вообще не привык планировать, кто привык к легкости по жизни, кто не берет сложные нагрузки, кто не усложняется, кто говорит, зачем мне это надо. Вот эти все сложности по жизни придумывайте себе, мне это не нужно. Для тех львов, вот я скажу так, что последние 2 недели августа будут на самом деле сложные, когда люди будут понимать, вообще не будут понимать, почему почва уходит из-под ног. Здесь, конечно же, максимально четко и рационально подготовьте себя к этому периоду времени. Не пылите, не создавайте себе сложности. Я бы выждала, сделала бы такую тактику выжидательную, да, не делать много максимально резких движений, потому что Уран здесь вообще не заточен на то, чтобы быть каким-то благоразумным и адекватным в том числе, да. Сложнее всего будет львам 3-й декады, на них отразится этот момент сложнее всего, ребят, но это пройдет. Плюсом еще отягощают конец месяца и сезона у нас, конечно же, кто? У нас, ребят, 1 сентября разворачивается Уран, естественно, тот, который делал квадратуру к Солнышку, да, к вашему транзитному Львы 3-й декады. С 1 сентября он разворачивается, и, в общем, вот все те истории, которые были у вас в июне, в июле и в августе, особенно если они связаны с финансами, если они связаны с личной жизнью, потому что мы здесь про все поговорили, да, то здесь истории, все то, что вы не решили летом, вот Уран пойдет назад, а он будет идти еще медленнее, еще тщательнее. И будут складываться события, которые вообще неприятны. То есть, когда он идет в директном положении, да, еще хоть как-то можно с этим разобраться, да. То есть, больше сил, больше движения, он быстро проскакивает эти моменты. Когда он идет в ретроградном движении, он идет медленно. И здесь вот эта вот история, которая не на один день, не на месяц. Плюсом у нас, да, дорогие львы, 1-й декады, Плутон 2 сентября выходит в знак, ну, из знака Водолея заходит в Козерога последний финальный раз. Конечно же, вам станет полегче, но уже такой мощи, которую все-таки давал Плутон, уже не будет. Такой внутренней силы, потому что когда есть такие события, да, то есть такие аспекты, есть внутренняя сила для преодоления сложных моментов. Здесь в последние недели августа вы будете эту силу уже не чувствовать так, как вы чувствовали это в июле, например, да.
Плюсом у нас, конечно же, еще в сентябре коридор затмений, который не совсем приятный, да, на небе из сложных планет Уран, Плутон, Нептун и Сатурн в ретроградном движении. То есть это осень у нас такая. Юпитер, ну, то есть 14 октября только пойдет в ретроградное движение, и тогда все по-другому взыграет. Но сейчас, чтобы вот если вот так посмотреть, да, то постарайтесь максимально сделать сложные моменты своей жизни, которые вы не хотели разруливать. То есть если вы понимаете, что у вас сложные финансовые вопросы на конец лета, начало осени, да, решите их в июне. Постарайтесь сделать в июле, для того, чтобы в августе, когда придут события совместно с вашими переживаниями, которые вы и так знаете, так, у меня там, например, решение какой-то сделки на август, да, постарайтесь максимально подготовить себе несколько отходных путей для того, чтобы, если что-то пойдет не по плану, потому что Уран всегда перед своим разворотом, недельку за 2 до разворота, всегда происходят ситуации, которые выводят из колеи. Ну, то есть максимально не готов человек к такому, да. Это не говорит о том, что вы какой-то плохой человек, нет, это говорит о том, что просто ситуации проверяют на прочность. И если спланировать определенные моменты, да, потому что, ну, Уран — это та планета, которую невозможно что-то планировать, но все-таки, если приготовить себе несколько отходных путей, все-таки у вас хотя бы будет в момент ситуации сложной, у вас хотя бы будет выбор, как поступить. Либо же искать вот прям срочно выход из этой ситуации, да, который обычно в сложных ситуациях, таких неоднозначных, всегда мы делаем такой выбор не очень удачный. Поэтому для того, чтобы он был хоть как-то удачнее, постарайтесь спланировать это лето и все сложные моменты сделать в начале лета. Потому что осень, ребят, хочу сказать, что будет полегче. Ну нет, ребят, я вот ни гадалка, ни расклад не делаю, да, то есть если вы напишите свои данные, я вам напишу, как четко пройдет у вас, ну, по крайней мере, все те, кто писали мне на других гороскопах, что будет в это лето, я не могу сказать оголдело оптимистичный прогноз, да, для того, чтобы вот вас уведомить и сказать, что вот там все купят квартиру, либо всем повезет в финансах, всем повезет в любви. Ну, такой момент. Особенно в любви, то есть если вы решили выходить замуж, жениться в августе, то помните, что там Венера, Сатурн, и вы всю жизнь, то есть ваша натальная карта брака будет всю жизнь, вы будете трудиться и проходить вот эти трудности, преодоление вот этих стен, барьеров, зажатости в своем браке, в своих отношениях. Поэтому, конечно же, здесь история такая большая, мощная, интересная. И да, для каждого события, ребят, есть свой определенный момент для того, чтобы это было радостное событие. И все у нас всегда происходит тогда, когда нам это нужно. По крайней мере, дорогие львы, я не скажу, что очень утопичный. Нет. Просто делайте вовремя те вопросы, которые вы знаете, что у вас поджимают, и они наступят. Вот такая история. А кармические узлы все-таки совершают сейчас движение на благо ваших натальных карт. Ребят, спасибо большое, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Да, этот гороскоп получился очень долгий, поэтому спасибо за внимание. Благодарю тех, кто досмотрел это видео до конца. По классике, конечно, в конце актуальные ролики. Посмотрите их, если вы их еще не видели, примите верное решение. Ребят, ну а если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях дата, время, место вашего рождения и вопрос, и я на него отвечу. Либо же жду на консультациях. Ребят, спасибо за внимание и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.